Ну что ж, всем привет, вот он и я, да. Будем говорить сегодня про вот такую вот масочку, вернее делать ее. Сразу скажу, что вот эти вот все запчасти я сделал намеренно, переделал, поэтому не волнуйтесь, все хорошо. У меня есть глаза, я вижу оригинал, и основную часть я тоже изменил специально. Также про стимпанк, дорогие друзья, недавно вот спрашивал, что вы думаете о Безумном Максе, о вообще косплеях и так далее. Получил, опять же, такие неоднозначные ответы, вроде косплей это круто, но в стимпанке, типа, друзья, я тоже не очень люблю стимпанк, но у меня нету материалов на него, поэтому поймите меня, что стимпанка сейчас будет поменьше. Да, в следующем видео будет про стимпанк, правда я даже не знаю пока что это будет, но у меня есть задумочки, поэтому надеюсь получится все. А так у меня нету материалов, и если их закупать именно, ну пацаны их знают, например там, если что-то связано с сантехникой, то есть там латунные вот эти вот кранчики и прочее, то есть, ну это достаточно недешевое удовольствие, вот так вот если покупать, чтобы в нем большую часть отпилить. Кранчик обычно может стоить до 200 рублей, а тебе нужна вот такая с него пипка, то есть, ну, бред. Вот. Что дальше? Касательно дальнейших видео, я думаю, много очень запросов на гравитационную пушку из Half-Life. И давно я о ней думаю, поэтому возможно, даже вскоре именно с ней что-то выйдет. Ну, пока что все, наверное, все, что я хотел сказать. Всем спасибо. Смотрим. Ну что, друзья, начнем. За основу я взял уже знакомую нам по револьверу мякушку из-под косметики, да, тот самый супер-пупер гидропоролон, и начал нарезать его на полоски, которые будут выполнять основную роль. Как только все было нарезано, нужно было найти какую-нибудь голову, манекен, болванку из пенопласта или еще что-нибудь. Но благо я странный человек, у меня есть гипсовая копия моей башки. Да, она есть. Если хотите такую же, то можете просто погуглить, как она делается. Ну или я могу сделать видео, если вы этого хотите. Такая голова примерно обошлась мне в 100-120 рублей, чтобы вы понимали. Затем я начал рисовать на ней ту самую маску Mad Max, чтобы от наглядной схемы уже приступить к созданию. Уже на готовую схемку начал клеить наши поролоновые кусочки обычным титаном. Чтобы все это дело хоть как-то закрепить, наклеил кусочки малярного скотча. Следующим этапом становится техника папье-маше, конечно же, как же без нее. Если вдруг кто еще не в курсе, все, что нужно делать, это макать кусочки бумаги в клей ПВА и затем прикладывать к своему творению, и все. Уже через пару часов бумага станет крепче камня. Хотя за последнее не ручаюсь, но все же. Хотя странно, техника придумана была в Китае, и именно таким образом, по-моему, делались первые доспехи. Но, да ладно, это так, умничаю.
Также да, у меня есть лопоухость, кто-то считает это нормальным. Я считаю, что это дефект, поэтому я добавил немножко деталей, чтобы скрыть это. Ну и уже по известному нам сценарию нанес небольшой слой шпаклевки, чтобы это все дело сгладить в дальнейшем. Да, как вы могли заметить, я добавил еще небольших деталей, основываясь как и на оригинале, так и от своего вкуса. И когда уже все было готово, начал собирать переднюю часть, а именно вилы. Да, в оригинале у Макса они другие, более тупые, садовые. Я же решил немного задекорировать этот момент и сделать их более острыми, с отсылкой такой на череп. Больше стало похож, конечно, на трезубец, но, не знаю, мне нравится. Обязательно пишите, как вам такой вариант. Тут вы видите главную мою проблему, не знаю почему, но бывает такое, что у меня файлы крашатся или ерорничают, называйте как хотите. И просто выдают ошибку, хотя во время съемок все было нормально, поэтому придется объяснить словами. Я доделал переднюю часть, накинул очень много клепок, болтиков и сделал нижнее крепление для шеи из куска брезента и болта. По своему опыту скажу, что такие работы лучше всего прогрунтовать, особенно если будете в дальнейшем работать краской с различными там эффектами, так как шпаклевка все впитывает и остаются лишь яркие такие блестки, выглядит все это очень дешево, некрасиво. Грунтовки, к сожалению, у меня под рукой не было, поэтому я пропитал родной уже для себя морилкой все это дело и получил довольно-таки неплохой эффект в дальнейшем. Красил я уже, как это было сказано ранее, черной краской с металлическим эффектом, а затем слегка побрызгал хрома. Ну а на этом, друзья, все. Спасибо за просмотр. Обязательно буду ждать комментарии. Надеюсь на ваши лайки и подписку. До новых встреч!